Лукашенко не упустил возможность лишний раз поиздеваться над задержанным журналистом Романом Протасевичем и пригласил на его допрос террористов из непризнанной ЛНР. А те взяли да приехали, о чем вчера заявил лично генпрокурор самопровозглашенной республики Сергей Горенко. Более того, сепаратист поблагодарил Лукашенко за столь невиданную щедрость и возможность провести так называемое следственное действие. Тем временем Украина в связи со случившимся потребовала от Лукашенко официальных пояснений. Как будет изворачиваться экс-президент страны, непонятно, но его действия означают, что он таки признает ЛНР легитимной. Но стоит ли игра свеч? В связи с усилением санкций со стороны Запада режим уже и так уязвим. А ведь Украина не простит допроса Протасевича сепаратистами и тоже готова принять контрмеры. К слову, ранее украинская власть заявила, что на такие действия диктатора будет реагировать жестко, вплоть до полного прекращения торгово-экономических отношений. Но когда самопровозглашенный думал о последствиях? Владимир Зеленский заявил, что на совместных российско-белорусских военных учениях будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы и Харькова. Он также отметил, что напряженная обстановка на украинско-российской границе в апреле, когда на места стягивалось большое количество бронетехники, в том числе и со стороны Беларуси, связана с обострением отношений между Россией и США. По словам украинского президента, позиция Кремля по этой проблеме – классическое отрицание очевидного, мол, идите и разговаривайте с сепаратистами из ЛНР и ДНР. Однако, как справедливо заметил Зеленский, учения проводят не боевики самопровозглашенных формирований, а Россия. Вероятно, Путин и Лукашенко действительно готовы развязать войну. Важно подчеркнуть, что в последнее время белорусский диктатор много внимания уделяет военной тематике. В частности, вчера во время визита в Могилевскую область он обсуждал территориальную оборону и в очередной раз высказался о том, что неким врагам Запада нужно давать отпор. Такая риторика плохо согласуется с традиционным девизом сторонников нелегитимного «абы не было войны». Очевидно, диктатору уже давно не до электората. Как скажет его хозяин из Кремля, так и сделает, даже если для этого собственный народ придется превратить в пушечное мясо. Сотрудники милиции подарили детскому саду номер 5 в Чечерске новую скамейку. И все бы ничего, но с данной инициативой выступил никто иной, как Владимир Буховцов, начальник Чечерского РУВД. По словам местных жителей, после его назначения в городе начался милицейский беспредел. Еще до выборов он пересадил всех активистов. Постоянно угрожает жителям города и района тем, что отнимет у них детей. К людям, принимавшим участие в пикетах против милицейского насилия, его сотрудники приходят сразу с органами опеки. Некоторые матери, придя домой с работы, застают своих детей уже с собранными сумками. Но известность Буховцов получил еще в 2017 году, когда подал иск на журналистов Белсата, которые выпустили сюжет о его неправомерных действиях. Более того, есть информация о том, что в 2016 году на его участке проводились избиения граждан. Примечательно, что во время своего визита в детский сад милиционер додумался принести с собой настоящий автомат и дать его в руки маленьким детям. Видимо, решил прислушаться к мнению нелегитимного о том, что каждый белорус должен быть готов к войне и уметь стрелять. Хотелось бы обратиться к Владимиру Васильевичу. Грехи лавочкой не искупишь, и за все преступления рано или поздно придется ответить по закону. Режимные чиновники постоянно ссылаются на трагедию Второй мировой, когда пытаются доказать свою правоту по любым вопросам. Дескать, и БЧБ – символ коллаборантов, и деды воевали, и вообще все происходящее в стране напоминает времена оккупации. Вот только себя они представляют в качестве освободителей, а не захватчиков. И это убеждение мало согласуется с действительностью. Так, мемориальный комплекс на месте одного из крупнейших лагерей смерти, Малый Тростенец, расположенный в окрестностях Минска, сейчас напоминает свалку. В месте, где погибли более 200 тысяч человек, сейчас устраивают тусовки с шашлыками, при этом мусор бросают прямо на месте. Судя по всему, коммунальные службы настолько перегружены борьбой с так называемой коллаборантской символикой, что до происходящего им просто нет дела. Стоит отметить, что строить мемориал Малый Тростенец помогали власти Германии и других стран, а вот белорусские долгие годы предпочитали это место не замечать и не вспоминать. Такие они двойные стандарты диктатора. Живой, значит, чувствует что-то. И слава богу, рассказала СМИ бывшая жена минчанина Павла Баньковского, который 22 января облил себя горючей жидкостью и поджег на площади Независимости. Тогда 35-летнего мужчину спасали случайные прохожие и сотрудник милиции. После случившегося у него диагностировали ожоги более 50% тела. Более месяца он не приходил в сознание и находился в крайне тяжелом состоянии. Однако после нескольких операций по пересадке кожи Павла все-таки выписали из больницы. Экс-супруга Екатерина благодарит людей, которые поддержали ее семью в трудные времена. Если среди нашей аудитории вдруг есть фанаты певицы Слава, просьба отойти от экрана, потому что сейчас будет трэш-контент. Ребята, остановитесь из моего инстаграма. У меня только добрый подписчик.
Именно так отреагировала кремлевская певичка на просьбу белорусов не участвовать в славянском базаре. Но, видимо, деньги для славы не пахнут, и она с радостью выступит на шабуше диктатора. Тут как бы все понятно. В идеологии российского шоу-бизнеса никто не сомневался. Непонятно другое. Зачем так грубо? Белорусы, которые за последний год прошли все круги ада, от пыток и арестов до вынужденной миграции, просто обратились за помощью, но столкнулись с какой-то немыслимой агрессией в свой адрес. Остается только надеяться, что адекватные белорусы все же не будут принимать участие в этом празднике жизни, и Славе придется выступать перед парой-тройкой ябатек. У нее есть все шансы ощутить на себе истинную народную любовь. И это все на сегодня. Чтобы это видео увидело как можно больше людей, а может и сама Слава, ставьте лайк и пишите комментарии ниже. До встречи завтра и живи Беларусь!